Привет. Вообще к любым новым технологиям я всегда открыт, но есть некоторые вещи, которые на первый взгляд, да и не на первый тоже, кажутся немного странными и бесполезными. Может, я какой-то старовер, но к такой штуке, как умный робот-пылесос, отношусь, типа как подарок для человека, у которого есть все из разряда кисточка для очистки пупка. Попробуем эти предубеждения развеять. Или нет. Mi Robot Vacuum Mop, так называется этот гаджет, и в комплекте сам этот R2D2, провод, зарядная станция, чистящая щеточка и насадка для влажной уборки. 200 мл помещается в эту насадку, и с обратной стороны есть тряпочка из микрофибры, но по полу это все дело елозит с небольшими полосами. Щеточка, которая крутится и предназначена, чтобы весь мусор из углов сметать в центр робота, конечно хорошо, но по-моему логичнее было поставить их две, так было бы как-то эффективней. С ценой вообще такая ситуация. С учетом курса на Алиэкспрессе, откуда он мне и пришел, пылесос стоит 290 баксов или почти 22 тысячи рублей. Со всякими купонами выходит $220, то есть уже в районе 16 тысяч. В принципе, в Москве он стоит примерно так же, от 17,5 тысяч рублей. В теории R2D2 подходит для любого покрытия: линолеум, ламинат или ковер, неважно. Первое время пылесос используешь не по назначению, а просто смотришь, на что он способен. Ставишь в дальний конец комнаты и посылаешь на базу, смотришь, как он вырезается в стулья и шкафы. Через приложение Mi Home можно увидеть карту квартиры, которую строит пылесос. Правда, каждую уборку он строит эту карту заново. Тут же можно настроить и мощность. Есть всего 4 режима: бесшумный, стандартный, интенсивный и турбо. В принципе, даже в турбо он не совсем прям шумный. Если в квартире есть пороги до 2 см, они ему по зубам, если выше, уже не перепрыгнет. Вообще можно много рассуждать про его функции, но главное в пылесосе, как он убирается. Если вдруг случайно манку рассыпал по полу, он уберет, да и в принципе даже после 20-минутной уборки по квартире, которую вчера еще сам пылесосил, он находит всякую пыль, но если пол неровный, как у меня, если это плитка, то на стыках и углублениях всякие песчинки такие остаются даже в турборежиме. Что делает этого товарища в условиях именно такой квартиры, практически бесполезным. Так что такого друга можно заводить, если у тебя полы в квартире это линолеум, или просто как помощника, который не бросит тебя в трудной ситуации и всегда придет на помощь по первому зову. Пиши в комментарии, как относишься к таким роботам-пылесосам, и не забывай, что на канале проходит розыгрыш наушников за 140 баксов, ссылка в описании. Это был Блиц обзор всем самых главное полезных и крутых гаджетов. Пока!